Всех приветствую! Записываем обновление обзора криптовалют. И сегодня начнем не с биткоина, а с другой монеты. Посмотрим в первую очередь ADO, потому что на графике именно этой монеты образовался хороший заходной импульс. Станет ли он разворотом? Мы скоро узнаем, но это вполне возможно, что нам говорит о том, что с большей вероятностью мы дальше пойдем наверх. Мы получили здесь дивергенцию, цена снижается, график индикатора повышается, получили объем на импульсе. Если смотреть часовик, то здесь все нормально, здесь нет никакой дивергенции, объемы растут. Пока начали откупать, идет коррекционное движение. Если бы я планировал входить в ADO, то действия мои были бы вот такими. Это был импульс, на откате здесь можно прикупить, и дальше планируется движение наверх. Стоп, естественно, устанавливается за основание, коррекционное движение. Давайте нарисуем область, куда это все может прийти. Оптимальная зона коррекции вот здесь. Если боитесь остаться без монеты, можно немного область расширить и прикупать уже вот здесь где-нибудь. Обязательно рассчитывайте размер позиции и оценивайте все риски. Соответствует ли это вашему торговому плану? Первая зона, куда с большей вероятностью пойдет цена, это предыдущие пики. Вот примерно сюда, после чего ожидается коррекция и дальнейшее движение наверх. Более точный расчет зоны будет возможен, когда мы здесь развернемся, если все пойдет по нашему сценарию. Дальше глянем Ripple. По Ripple мы также получили хороший импульс наверх, но он выглядит хуже, чем по Cardano. Почему? Здесь нет у нас никакой дивергенции, объемов резких нет. К тому же мы пришли к предыдущим пикам и здесь уже образовали дивергенцию на понижение. Здесь я даже и не планирую входить. Если были в позиции, продолжал бы я держать, но если входить, то естественно со стопом за основание. Что касается структуры, пока здесь видно 3 волны, после чего вполне вероятно будет 4 и 5. Прогноз вот такой. Сейчас промерим ориентировочную зону. Если волна у нас завершилась, вот сюда мы можем вернуться в коррекцию. Это будет нормальным, после чего пойдем выше. Это всего лишь 2 монеты, по которым более-менее какие-то есть признаки на лонг, но по основным активам ничего такого нет. Давайте биткоин глянем. Смотрим 4 часа. И здесь, в принципе, такой же отскок, как и был раньше. Смотрим часовик. Смотрите, здесь раз, два, 3 волны и слив. Здесь также пока 3 волны. И вполне вероятно также будет слив. Здесь это не заходной импульс. Объемов толком нет. 5 волны, чтобы это была импульсная структура, также ее нет. Биткоин на лонг я пока не рассматриваю. И основной вариант движения это также вниз. Дивергенции здесь также нет. Все выглядит так себе. Поэтому учитывайте положение биткоина, если будете как-то прислушиваться к прогнозу и собираетесь входить в ADO. По ADO есть сигнал на лонг, но если биткоин повалится вниз, ADO может пойти за ним. Смотрим эфириум по остальным монетам. Я уже пробежался, посмотрел, там ничего лонгового нет. Также провалились вниз, отскок, провалились вниз. Сейчас пока у нас также отскок. Никакой дивергенции, никаких объемов. Основной вариант движения также вниз. Ждем, когда дно будет обозначено как-то более явно. Ripple смотрели, ADO смотрели. Dash то же самое. Идет импульс наверх, но пока подтверждения заходного нет. Основной сценарий вниз. Polkadot также вниз. BNB также здесь нет на лонг ничего. Litecoin та же самая история. Здесь очень близко уровень, но я думаю, сделаем перелой как минимум еще разок перед тем, как будет возможный разворот. Давайте еще рубль посмотрим. По рублю зацепили расчетную зону, после чего пошли наверх. Здесь у нас на нисходящее движение нет никаких признаков, поэтому тренд по-прежнему восходящий. И от любых откатов по-прежнему можно рассматривать лонги. Смотрим индекс доллара. Индекс доллара пока также по плану не сваливается вниз, а идет дальше наверх. Все это вписывается в наш прогноз. Движение наверх по индексу доллара, движение вниз по крипте. Прогноз тот же самый. Монета из доната. В донат прислали пару Theta токен Tether. Сейчас ее посмотрим.
что у нас на месячном графике. Так, у нас просто все летит в небеса. Вот здесь есть уровень. Смотрим недели по неделям. Также у нас все в рост. Объемы не снижаются. На приемлемом уровне. Смотрим дневки. По дневкам также существенного снижения объемов нет. Все нормально. Индикатор прет наверх. Смотрим 4 часа. Вот здесь уже есть небольшая коррекция. Но движение не закончено. Как минимум вот до этих пиков мы еще раз сходим. Давайте посмотрим поближе, что у нас в последнее время здесь торгуется. Что у нас здесь видно? Здесь у нас виден явно коррекционный характер движения. 3 волны наверх. А это говорит о том, что коррекция с большей вероятностью продлится дальше. Либо она пойдет даже ниже в волну С. Давайте глянем даже 15 минутки. Да, здесь похоже на импульс. Здесь 5-волновка, здесь 3-волновка. И по всем правилам эта коррекция еще должна продлиться. Если здесь у нас классическая АБЦ, то ее расчетная зона находится вот здесь. По данной монете мы еще должны сходить вниз. Какие у нас здесь еще есть варианты? Также у нас здесь не отменен треугольник. Треугольник он может образоваться, и если мы не будем пробивать лой, то вполне может быть здесь треугольная формация, после чего пойдем наверх. Также у нас здесь может быть треугольник в волне B, и потом пойдем в волну С. Но, что стоит отметить, что коррекция еще продлится. Пока здесь не видно, чтобы с этих уровней все это пошло наверх на перехай. Пока здесь еще покорректируемся, но с этих уровней, вернее с перелоем или без перелоя, мы как минимум должны посетить вот этот пик. Пока на графике видно именно это. Глобально здесь волны посчитать не получится, так как здесь просто дикий какой-то памп идет. Но, судя по большим объемам и большим показателям индикатора, это 3-я волна. Она еще не завершена. Вот этот вот заброс наверх до предыдущих пиков будет завершением 3-й волны. Возможным завершением 3-й волны. После чего будет 4-я и 5-я. Но с учетом того, что график идет просто чуть ли не вертикально, 4-я волна может хорошенько скорректироваться. Если, например, произойдет так, что вот это вот была, например, волна 1, как раз таки, где был уровень 2, вот это вот какая-нибудь будет 3 завершится, а 4-ка может хоть до сюда сходить. И потом она пойдет там в 5-ку. Вполне возможно. Это будет нормально для графика. Где у нас там пики? Если примерно вот такой сценарий рассматривать, что там была волна 1, а это вся растянутая волна 3, то коррекционная зона у них вот здесь. Это оптимальная коррекционная зона, но не будет нарушением, если пойдем прямо до пика волны 1. Так что если вы торгуете на таких хаях, обязательно ставьте стопы. Если что-то пойдет не так, то можно хорошенечко засесть на несколько лет в этой монете. Думаю, если биткоин пойдет наверх, то это все еще дальше полетит. Но мало ли. Большие коррекции, они всегда неожиданно приходят. По биткоину мы сейчас тоже смотрели. Я на графике, конечно, вижу, что там еще должны на перехай на биткоине сходить, но это ведь всего лишь мои предположения. График может резко измениться. Что касается локального движения, то вот, еще будем корректироваться. И в районе предыдущих лоев можно будет искать какое-то разворотное движение с минимальной целью до предыдущих пиков. Это у нас сколько будет, если здесь примерно закупимся? Ну, неплохо, 37%. Поэтому, резюмируя по этой монете, на хаях всегда торговать опасно. Видно, что предыдущие хаи еще должны посетить. Будет ли здесь перехай и насколько он будет большим, рассчитать невозможно. Ориентиров никаких нет. Волны здесь все уровни поломали. Здесь просто идет вверх, 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 вверх. Растяжение в растяжении. И поэтому здесь возможно только рассматривать локальные какие-то волны и уровни, образованные в последних движениях. Из последних движений видно, что это коррекция, которая еще будет продолжаться. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение, оставляйте монеты на рассмотрение. Самые популярные попадут в следующий ролик. А если хотите без комментариев и без лайков, то просто засылайте в донат, и она будет в приоритете на следующий ролик. Удачной торговли и счастливо!